Привет, друзья! С вами Нина, и я рада вас приветствовать в своей творческой мастерской. Сегодня мы будем плести браслет елочка, и я покажу вам два варианта, как его можно сделать. Это двухцветный браслет. Мы берем два контрастных цвета, светлый и темный. Сейчас я вам немножечко расскажу о материалах, которые я использовала. Трубочки я крутила из полоски 7 сантиметров, использовала чистую газетную бумагу и крутила на спицу 1,2 мм. Окрашивала трубочки колерами лимонно-желтый и черный. И для того, чтобы они были пластичные и хорошо ложились в плетение, я покрывала их раствором лака с водой, подсушивала феном. Обязательно используйте этот раствор. О том, как сделать трубочки такими красивыми, яркими и пластичными, я рассказываю в своем подробном мастер-классе. Пожалуйста, переходите по ссылке, знакомьтесь. И эти трубочки обязательно нужно хранить в пакете, чтобы они не подсыхали, оставались влажными. А мы тем временем приступаем к плетению браслетов. Приступаем к плетению браслета. И для начала подготовим основу, на которой будет крепиться браслетик. Основа будет состоять из двух светлых трубочек. Нужно будет их соединить между собой. Склеивать трубочки я буду при помощи полимерного клея. Нужно выждать 2 минуты, чтобы трубочки схватились. И также нам нужно для плетения тоже 2 трубочки светлые и 2 трубочки темные. Поэтому соединяем их таким же способом. Теперь на трубочках основах нам нужно сделать петельку. Делаем ее чуть левее от места соединения, чтобы она здесь была красивая. Можно использовать для этого ручку. Начинаем плести со светлых трубочек. Следим за тем, чтобы место соединения попало за одной из стоечек. Трубочки немножечко приплюснем сразу. Сделаем их плоскими. И начинаем плести с левой трубочки. Огибаем стоечку. И сразу заводим ее назад. За стоечку вот сюда. И теперь правую трубочку накладываем поверх нее. И точно так же заводим назад за стоечку. Здесь все аккуратненько поправляем, делаем ровно, выравниваем. Для того, чтобы первая трубочка не соскочила, можно ее сразу подклеить полимерным клеем, то есть с обратной стороны. Вот сюда в промежуток можно капнуть капельку сюда и сюда. И в работу идет темная трубочка. Точно так же место соединения нужно спрятать за стоечкой с обратной стороны. И точно так же будем выводить сначала левую вперед, потом правую. И так плетем, чередуя светлую и темную. Начинаем теперь опять со светлой. Вот так получается. Следите за тем, чтобы между светлой и темной трубочкой не было
промежутка, чтобы они плотно лежали друг к другу. И вот здесь на изгибе, чтобы плетение хорошо ложилось. Половина браслетика готова. Вот так получается уже красиво. Обязательно браслетик поправляйте. Расстояние между стоечками выдерживайте, чтобы он был ровненький. И еще имейте в виду, что браслет будет загибаться вот в эту сторону, поэтому его сейчас нужно будет уже немножечко вот так поправлять в эту сторону. А трубочка тем временем у нас уже первая закончилась. Нужно будет уже ее наращивать. С этой стороны будем обрезать. Здесь добавлять другую. И остальные трубочки тоже по мере того, как они у нас будут вот здесь заканчиваться, точно так же с изнаночной стороны будем здесь наращивать. И так продолжаем дальше. Все, я думаю, длины браслетика мне достаточно. Когда плетете браслет, постоянно примеряйте для того, чтобы он по размеру был таким, каким вам нужно. Я его еще раз примерю. У меня получается, что он будет где-то вот в этом месте. И все, мне длины вполне достаточно. Сейчас мне нужно будет закончить точно так же, как я начинала. То есть, чтобы вот в конце были две светлые трубочки. Сейчас я вот эти трубочки подклею, то есть черненькие трубочки буду обрезать вот в этом месте и светлые заправлять вот сюда в плетение, чтобы светлые трубочки темные прикрыли. Вот. А перед этим мне нужно будет стоечку одну заправить за другую и здесь тоже подклеить. То есть также я вот здесь делаю петельку, куда будет заправляться резиночка в самом конце. И заправлять буду с лицевой стороны вот за эту трубочку. Сейчас налью клей и сюда подклею. Вот здесь нужно хорошо все проклеить, потому что это будет застежка браслета, чтобы она здесь не выскочила. Обязательно капните клея, немножечко вот так чуть-чуть сжимаем. И вот на лицевой стороне у нас здесь смотрится все очень хорошо. А на изнаночной стороне обрезаем теперь вот эту трубочку, обрезаем черные и вот сюда подклеиваем тоже. После того, как здесь подклеили, нужно еще все поправить, все уложить хорошо вот здесь. И сам браслетик тоже пройдите и сразу, ну, вот так вот везде поправьте во всех местах. Для того, чтобы браслет вот такой круглый сразу оставался, сейчас мы его свяжем резиночкой. Все. Так, все выравниваем, оставляем на какое-то время. И можно считать, что браслет готов.
Во втором варианте браслета начало будет точно такое же, как в первом. Сейчас я соединю две трубочки между собой, светлые, темные, и трубочки основы, и уже покажу вам начало плетения. Все готово к началу плетения. И во втором случае будем плести сразу двумя трубочками, светлой и темной. Сейчас я их также подклею, только обе сразу. Начинаем плести также с двух левых трубочек. Они должны все время прилегать друг к другу, для того, чтобы красиво этот рисунок смотрелся. Также заминаем вот в этом месте, загибаем и заводим за стоечку назад. И теперь также делаем две правые стоечки. И так продолжаем дальше. Все время две левые. Заводим за правую стоечку. Плетем достаточно плотно. Тут их сразу заминаем. И теперь две правые, заводим за левую стоечку и уводим назад. Здесь все сразу хорошо поправляем. И, конечно, следим за тем, чтобы было одинаковое расстояние между стоечками, чтобы они шли параллельно. Трубочки закончились. Сейчас я буду их наращивать. Наращивать буду также с изнаночной стороны, как мы делали в первом случае. Вот так уже у нас получается. Очень красиво браслетик смотрится. Стараемся его выгибать вот в эту сторону, так как он у нас будет лежать. И обязательно, конечно же, поправляем. Все, я доплела браслетик до конца. Вот такой вот красивый, очаровательный он получился. Мне длины вполне достаточно. Сейчас я еще примерю. Да, можно завершать. Еще раз его поправляю хорошо, выравниваю. И на последнем этапе, вот здесь мы уже черные трубочки оставляем. И только светлыми будем завершать, для того, чтобы нам точно так же, как в первом случае, подклеить. То есть вот так светлую раз и светлую два. Заводим назад. И сейчас я буду также стоечки заправлять правую вот сюда, за левую заправлять внутрь. И здесь буду черные обрезать и светлыми вот так вот прикрывать, заправлять внутрь. Так и так. Все, сейчас все заправлю, покажу вам, как получилось. Все, я подклеила. Когда вот здесь заправляете трубочки и все прижимаете, сразу браслетик вот так загибайте, потому что он должен высохнуть уже по размеру браслета. Вот
вот эти места начала и конца, они должны быть похожи, хотя бы с лицевой стороны, то есть чуть-чуть. Вот здесь, видите, заужено, и здесь то же самое. Вот. И теперь вот так его формируем. Также завязываем резиночкой, как мы это делали раньше. И оставляем на какое-то время его просохнуть, чтобы он приобрел форму. Оба браслетика готовы. Вот так они подсохли, обрели форму. Такие красивые получились. И теперь остается только подкрасить краску в каких-то местах, где вот она тут потрескалась, светлую и темную. И покрыть акриловым лаком, сделать финишное покрытие. Грунтовать я браслетики не буду, потому что когда мы грунтуем, то изделие становится твердым. Нам нужно, чтобы они были у нас вот такие мягкие, чтобы легко было на руку их одевать. Поэтому просто их покроем сверху, они будут блестеть, будут красиво смотреться. В красящий состав я добавила немножечко акрилового лака. Так он будет лучше закрашивать неровности. И подготовила вот такие кисточки тоненькие. То есть подкрашивать краску буду вот такой совсем тонкой кисточкой. Потому что у меня здесь светлый и темный цвет, чтобы не испачкать друг друга. То есть сначала буду покрывать светлым, а затем буду темным. Я все выровняла. Вот посмотрите, какие аккуратные браслеты получились. Краска везде смотрится хорошо, и с лицевой части, и на сгибах, и с изнаночной стороны. Никогда не пропускайте этот процесс, когда нужно подкрасить какие-то неровности, потому что от этого зависит впечатление от всего изделия. И теперь я буду наносить тоненьким слоем лак. Нужно наносить совсем чуть-чуть, потому что это просто декоративное покрытие будет для того, чтобы браслетик блестел. Поэтому берем вот так на кисточку совсем чуть-чуть и так вот аккуратненько покрываем и все везде растираем, чтобы лак не остался в плетении. Лак просох, браслеты готовы. И теперь остается только их скрепить. Можно использовать разные способы, можно какие-то крючки придумать. Или вот как я буду это делать с помощью резиночки, такой вот тоненькой. Тут можно будет выбрать произвольную длину. Главное, чтобы вы смогли закрепить. То есть есть два варианта. Сейчас я вам покажу оба. В первом варианте просовываем резиночку сюда в колечко. Здесь делаем узел. Длину можно регулировать. Будем скреплять на руке. Одеваем. Кончики вот сюда просовываем, вытягиваем и таким образом вот этот узелок продергиваем. Видите, все скрепилось и браслет готов. Это первый вариант. Во втором варианте, сейчас покажу на втором браслете, мы делаем вот так. То есть просовываем в первое колечко, затем во второе. Здесь завязываем узелок.
Можно даже сделать двойной узелок, потому что у нас во втором варианте резинка будет сильно растягиваться и может выскочить. Проверяем. Видите, здесь достаточно хорошо держится. И одеваем вот так. Просто продергиваем через руку. Тоже хорошо получается. Здесь кончики прячем, чтобы их было не видно. И вот так вот получается браслет. Здесь хорошо смотрится. Сегодня я вам показала, как плести два варианта браслета елочка. Они очень похожи и в то же время абсолютно разные. Надеюсь, вы выберете свой вариант браслета и сплетете себе, а также подарите кому-то из своих родных и близких. Хотела всех поблагодарить, кто плел вместе со мной. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайк. Я желаю вам всего самого-самого наилучшего и всегда жду вас в своей творческой мастерской.